Конечно, мы не могли предвидеть, что после их прибытия в Южную Корею, после завершения съемочного графика в Лос-Анджелесе, Тхэкук приедет к ним, чтобы обсудить то, что они сделали после возвращения. Свет в студии начал медленно гаснуть, возвещая о том, что съемочный день почти закончился. Звуки съемочной группы, упаковывающее оборудование, легкий звон кофейных чашек на приставном столике и тихий смех из угла комнаты смешивались в гармонию, типичную для съемочной атмосферы, которая начинала утихать. Посреди всего этого Тэхён стоял перед монитором, внимательно глядя на финальный дубль. За кадром его профессиональная аура была совершенно очевидна, спокойствие, самообладание, но в то же время мягкость в том, как он уделял внимание деталям. Чингук же сидел на высоком стульчике, потягивая минеральную воду, не отрывая взгляда от фигуры своего Хёна. Угр Скуат, Пак Саджун, Чхве Ушик, Пак Хёншик и Пикбэй стояли в задней зоне, наблюдая со смесью благоговения, веселья и легкого любопытства. Они пришли не только поддержать Тэхёна, но и из-за давнего слуха о том, насколько близки Тэхён и Чингук, о близости, которую часто трудно описать словами. «Это безумие, они как будто в своем собственном мире», — сказал Ушик с тихим смешком, наблюдая за двумя фигурами, которые, казалось, общались без слов. «Смотри, они и так понимают друг друга раньше, чем кто-либо другой», — ответил Хёншик с насмешкой в голосе. «Ты просто указал, а Чингук уже понял, что он имел в виду». Пикбэй лишь медленно кивнул с легкой улыбкой. «Это нормально, бро. Они всегда были такими. Не думаю, что это просто химия, они действительно понимают друг друга всем сердцем». Саджун, откинувшийся на спинку стула, скрестив руки на груди, молча наблюдал. В том, как Чингук смотрел на Тэхёна, было что-то такое, что он не мог игнорировать. Это было не просто восхищение и не уважение, которое Донсон испытывает к своему Хёну. В нем царило глубокое чувство комфорта, словно мир вокруг него мерк, когда Тэхён был перед его глазами. Когда дубль закончился, Тэхён подошел к Чингуку. Не говоря ни слова, он похлопал его по плечу с улыбкой, которую понимали только они двое. «Молодец, Куки», — тихо сказал он, его голос почти утонул в шуме голосов съемочной группы. Чингук посмотрел на него, его глаза сияли теплотой, которую трудно было описать. «И тебе, Хён. Как всегда, никто не сравнится с твоим обаянием перед камерой». Слова сопровождались легким смехом, но в их глазах было нечто большее, чем шутка. Была тихая близость, связь, которая росла вместе годами, из смеха, слез и молчания, которые они разделяли. Угр Скуат, наблюдая издалека, могли только смотреть друг на друга. Саджун слегка улыбнулся, похлопав Ушика по плечу. «Теперь я понимаю, почему Тэ часто говорит, что он никогда не бывает по-настоящему один», — мягко сказал он. «Есть кто-то, кто всегда знает, когда ему нужно помолчать, а когда нужно послушать». Ушик кивнул. И этот человек определенно Чингук. После того, как вся команда ушла, в студии стало намного тише. Тэхин и Чингук сидели на полу, прислонившись спинами к стене, и говорили о мелочах, таких как музыка, планы на отпуск и песня, которую только что написал Чингук. На другом конце комнаты Угр Скуат ждали их, не желая беспокоить, но и не желая уходить. Хёншик улыбнулся им обоим. «Иногда я забываю, что они не просто айдолы. Они люди, которые выросли вместе, поддерживая друг друга и заботясь друг о друге. Какими бы ни были их отношения, они настоящие». Пикбой добавил, и это видно потому, как они слушают друг друга. «Нет необходимости в «мне не все равно» или «я люблю тебя», но все это проявляется в маленьких действиях». Когда ночь шла на спад, основное освещение студии погасло. Только мягкий свет угловой лампы освещал комнату. Тэхён повернулся к Угр Скуат и помахал. «Вы, ребята, долго ждали, да?» — сказал он со смехом. Саджун ответил дразняще: «Жду редкого момента, братан». Это как смотреть документальный фильм, он называется «Тэ и Кук. Настоящее позади». Чингук тут же расхохотался, в то время как Тэхён закрыл лицо руками, смущенный, но не в силах скрыть улыбку.
Но затем атмосфера накалилась. К ним подошла команда Ugr Squad, и завязалась непринужденная беседа. Больше не существовало границы между старшим и младшим, между айдолом и актером. Осталась лишь искренняя дружба и глубокое восхищение тем, как двое молодых людей поддерживали друг друга, не стесняясь ничего объяснять. Перед тем, как расстаться, Саджун успел тихо сказать Тэхёну: «Позаботься о ней, хорошо? Мне кажется, вы стали друг для друга домом». Тэхён просто кивнул, глядя на Чингука, который смеялся с Ушиком. «Я знаю. Она тоже стала частью моего дома». А за кулисами, где не все могли видеть, их отношения продолжали развиваться, молчаливые, искренние и настоящие. Не всегда перед камерами, не всегда в центре внимания, но всегда в том, как они смотрели друг на друга и понимали без слов. Для внешнего мира они могли быть просто двумя суперзвездами. Но для Ugr Squad, которые видели все в тот вечер своими глазами, они знали, что близость гораздо глубже, чем просто дружба. Это была редкая, чистая и вечная форма привязанности, связь, которую не могло померкнуть даже время. Ночь уже спустилась, и все готовились расходиться по домам. За окном студии после короткого моросящего дождя воздух был влажным. Запах мокрой земли смешивался с ароматом кофе, оставшимся на столе, создавая атмосферу покоя, словно мир давал им возможность перевести дух перед возвращением к своим обычным делам. Тэхён стоял у выхода, глядя на темное ночное небо, усеянное городскими огнями. Чингук стоял рядом с ним, слегка сгорбившись от холода, засунув руки в карманы куртки. Его взгляд был устремлен в том же направлении, что и взгляд Тэхёна, молчаливый, но многозначительный. Издалека команда УГА наблюдала за ними с легкими улыбками на лицах. Никто из них не прокомментировал это. Они знали, что происходящее между ними не нуждается в объяснении словами. Иногда подлинная близость не нуждается в определении, ее достаточно тихо почувствовать, и ее присутствие должно быть уважаемо. И среди всего того, что осталось в студии в тот вечер, приглушенный свет, звук медленно удаляющихся шагов, запах остывшего кофе, было что-то более глубокое, что все еще витало в воздухе, осознание того, что настоящая связь не всегда видна на большой сцене. Иногда она тихо растет за кулисами, в маленьких жестах внимания, в мимолетных взглядах, в постоянном присутствии. Для внешнего мира это может быть всего лишь мгновением совпадения. Но те, кто видит это глазами сердца, особенно Ugr Squad в тот вечер, они знают, что там растет нечто большее, чем дружба. Связь нежная, но сильная, которая превосходит время, статус и слово. И когда их машина медленно трогается, оставляя теперь безмолвную студию позади, становится ясно одно, что даже когда гаснет сценический свет, остается другой свет, свет, исходящий из двух сердец, которые понимают друг друга без необходимости говорить. Secret stars.